Дом Безметин оказался не просто пустым. Он будто потерял свою прежнюю физическую основу. Прежде каждый угол здесь был подчинен глухому, ритмичному стуку его деревянной трости. Несколько лет назад тяжелый инсульт отнял у старика подвижность левой стороны тела, но Метин обладал упрямым и гордым характером. Он категорически отказывался от инвалидного кресла и любой постоянной опеки. Сжав зубы, пересиливая боль и слабость, он день за днем заставлял себя шаг за шагом передвигаться по комнатам и двору, чтобы не стать обузой для сына Исмаила и его семьи. Именно ради отца Исмаил когда-то привел в дом Сабира. Это был абсолютно беспородный дворняга с клочковатой сершерстью, поврежденным в старых уличных драках ухом и невероятно умными, внимательными карими глазами. Исмаил подобрал его у городской автосвалки, рассчитывая лишь на то, что пес станет для отца неким живым компаньоном и стимулом чаще выходить на свежий воздух. Но произошло нечто большее. Между неразговорчивым старым человеком и уличным псом возникла молчаливая, едва ли не мистическая связь. Сабир словно мгновенно осознал немощность своего нового хозяина. Он никогда не прыгал на Метина, не делал резких движений и приспособил свой шаг к неторопливой, хромающей походке старика. Куда бы ни направлялся Метин, в дальний угол сада, на скамейку у ворот или в местную лавку за хлебом, пес шел в шаге за его правой здоровой ногой, внимательно следя за каждым движением. Если старик спотыкался, Сабир тут же подставлял свою крепкую спину, замирая на месте, пока Метин не восстанавливал равновесие. Так прошло почти 4 года. Но однажды, осенним утром, привычный порядок рухнул. Метину стало плохо прямо на пороге дома. Дыхание старика стало тяжелым, а лицо перекосило внезапная бледность. Приехавшая бригада скорой помощи действовала быстро и суетливо. В общей панике и тревоге никто не обратил внимания на Сабира, который с тихим скулежом метался возле носилок. Двери машины захлопнулись, сирена разрезала утреннюю тишину, и Метин уехал. Домой он больше уже не вернулся. Через 2 суток его сердце остановилось в реанимации. Организация похорон прошла для Исмаила как в тумане. Суета, соболезнования родственников, хлопоты с документами и ритуальными службами полностью поглотили мужчину. Пес все это время оставался во дворе, не понимая, куда исчез тот, с кем он делил каждый день своей жизни. Сабира не взяли ни на прощание, ни на кладбище. В тоскливой кутерьме о нем просто никто не подумал. После похорон в доме поселилась давящая тишина. Вскоре Исмаил начал замечать странности в поведении дворняги. Сабир, который прежде никогда не проявлял тяги к бродяжничеству и без разрешения не переступал порог калитки, вдруг стал исчезать. Каждое утро, как только спадал ночной туман, пес находил щель под забором или дожидался, пока кто-нибудь откроет ворота, и беззвучно выскальзывал на улицу. Он отсутствовал целыми днями. Возвращался Сабир только к вечеру, пыльный, с израненными подушечками лап, смертельно уставший и с такой беспросветной печалью в глазах, от которой у Исмаила сжималось сердце. Пес отказывался от любимой еды, лишь жадно пил воду из миски, после чего ложился на старую кофту Метина у двери и тяжело вздыхал. Спустя неделю Исмаил не выдержал. Его терзала не только тревога за собаку, но и непонимание, куда каждый день уходит пес, который никогда раньше не покидал квартал. На следующее утро, как только Сабир пролез под воротами и быстрой трусцой направился по улице, Исмаил тихо пошел следом. Пес двигался удивительно целенаправленно. Он не останавливался, чтобы обнюхать кусты, не отвлекался на проезжающие машины или других собак. Его нос был слегка опущен к земле, а взгляд направлен строго вперед.
Исмаил сначала шел пешком, держась на некотором расстоянии, но вскоре пес миновал жилые кварталы и выбежал на широкую магистраль, ведущую к выезду из города. Поняв, что пешком за ним не поспеть, Исмаил вернулся во двор, сел в машину и поехал за собакой, удерживая ее в поле зрения. Маршрут Сабира казался невероятным. Пес шел вдоль пыльной обочины, пробирался через пустыри, пересекал железнодорожные пути и объездные дороги. Прошел час, затем второй. Исмаил медленно катил на автомобиле по краю шоссе, с каждым километром испытывая все большее изумление. От их дома до окраины города было не менее 10 километров. Когда пес свернул с трассы на узкую грунтовую дорогу, виляющую между холмами, у Исмаила перехватило дыхание. В груди прошел холодный импульс догадки. Эта дорога вела только в одно место — к старому городскому кладбищу, где на прошлой неделе они предали земле Метина. Мужчина оставил машину у входа и продолжить путь пешком, прячась за редкими кипарисовыми деревьями и гранитными оградами. Сабир уверенно прошел через центральную аллею, затем без колебаний свернул на узкую тропинку среди новых захоронений. Он не плутал и не искал след. Пес точно знал, куда идет. Исмаил остановился за несколько шагов, почувствовав, как подкатывает комок к горлу. Сабир подошел к свежему холму земли, над которым стояли простые деревянные носилки и лежал свежий венок. Пес тихо обошел могилу по кругу, уткнулся носом в сухую глину и издал долгий, едва слышный звук. Не то скулёж, не то вздох человеческого отчаяния. Затем он аккуратно свернулся клубком прямо у подножия отцовской могилы, положив морду на израненные передние лапы, и замер, уставившись в одну точку. Сабира не было на похоронах. Он не видел, как тело старика опускали в землю. Он не знал человеческих ритуалов и языка. Но любовью и верностью, побеждающими любое расстояние, пес нашел то единственное место на земле, где остался след его хозяина. Все эти дни он не просто бегал по городу. Он искал того, кто был его смыслом, и нашел его здесь, на самом краю земли. Исмаил медленно опустился на колени прямо в сухую пыль рядом с псом. Он протянул дрожащую руку и обнял собаку за худые, вздрагивающие плечи. Сабир не испугался. Он лишь повернул голову и прижался мокрым носом к щеке мужчины. В этот момент Исмаил осознал, насколько глубокой и необъятной была тоска этого животного. Сабир проживал ту же самую боль утраты, ту же растерянность и одиночество, что и сам Исмаил, потерявший отца. Мужчина прижал пса к себе ближе и впервые за все эти тяжелые дни дал волю слезам, не скрывая их ни от неба, ни от верного собачьего сердца.